Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад. Это откроется. Или что откроется, что прояснится в октябре 2024 года. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и это важно помнить. В наше турбулентное время это на самом деле так. Вся осень богата на разного рода сюрпризы и где-то неожиданности тоже. Это за счет большой ретроградности. Много планет, которые нам могут как и вернуть некоторые вопросы. Или это, знаете, как момент перезагрузки вашей. Это может выражаться... Знаете, как вот бывает, называют это переходным возрастом, ну что-то сродни того, когда есть желание, есть намерение, вы чего-то хотите или что-то хотите получить, осуществить, но еще пока методы не ясны. И на самом деле для многих из вас вот те ваши мечты буквально, которые были важны, возможно, в детстве или в юности, много лет тому назад, они оживают с новой силой, с какими-то новыми возможностями. Вы вспоминаете себя другого и уже с высоты прожитых лет оцениваете, чего же я достиг, куда же я иду. Но, тем не менее, с одной стороны, это, безусловно, возможности, но разными путями приходят эти возможности. Поэтому мы достаем первую карту, и мы поставим вопрос первый. Что вы вычеркнули, возможно, из жизни, а оно вернется? В чем вы думали, что все это завершение, поставили точку, а это оказалось многоточие или запятая? Это может быть как и в отношениях, так и может быть через работу, через ваше отношение к финансам, какая-то финансовая ваша личная политика. Какая правда откроется? И что вам важно знать? Что меняется? И что меняет вас? Сами по себе перемены. Подсказки высших сил или знаки судьбы, или для чего это все было нужно, к чему это идет, и какие возможности перед вами откроются. И достанем карту совет на этой колоде, как действовать. Итак, что же вы могли вычеркнуть? Ох, у вас иерофант. И поэтому даже если мы тут думали, действительно в чем-то провели уже четкую демаркационную линию, и где-то октябрь на это месяц будет богат, только лишь потому, что, к примеру, смотрите, где-то в июле, буквально начало августа, у вас были одни планы, или вы занимались чем-то, ну вот как одним направлением, потому что нужно было решать те или иные вопросы. И вы могли многое здесь передумать, для себя как-то кардинально изменить, или какое-то событие начало менять словно вас, запустило невидимый механизм. Но в сентябре уже, даже несмотря на то, что вы с чем-то определились, коррекцию вам приходилось носить. Но вот к концу сентября или с началом октября могут прийти некоторые новые события, как будто... Ну, как обновление вашей мечты или какие-то новые возможности. Или вы вдруг для себя обнаружите, я могу осуществить какой-то свой проект. И пусть у кого-то это будет касаться личной жизни, конкретно взаимоотношений. Это может касаться денег, откуда ко мне приходят деньги и откуда они ко мне будут поступать в будущем. Вот эта финансовая политика, сами по себе деньги, для вас будут тоже в центре внимания. Третий момент – это ваша работа и ваш социум, отношения, взаимоотношения в обществе, взаимоотношения с людьми. И четвертый момент – это вопросы дома. И для вас, скорее всего, судя по карте Иерофант, вот эти все 4 составляющие, они будут важны. Причем так, что-то одно может быть как прогрессивный вектор, а все остальное как лучи. То, что присоединится, должен быть какой-то баланс. По аркану Иерофант тут действительно судьбоносные события, мои дорогие. И если люди появляются или что-то возвращается, это значит, вам это необходимо. Или свою роль сыграет еще этот человек. Или, может быть, я не говорю, ведь у каждого своя ситуация. Это могли быть прежние расставания, а здесь что-то может продолжиться. Может быть, была
даже любовная история, но здесь вы придете к выводу, что мы можем сохранить хорошую дружбу. Или это вопросы по работе, значит, есть какой-то прогресс, и вы тоже можете как и вспомнить свою мечту, так и добавить тот опыт за прошедшие годы и получить не просто хороший результат, а что-то восхитительное, то, что вас будет радовать долгие годы. Ну, или задуматься, может быть, о переезде, или как сделать свое жилье более комфортным. Здесь у каждого по-своему. В чем вы могли поставить точку? Это карта «Бесконечный дождь», так она и называется. Девушка смотрит в окно и видит дождь, она ничего не делает. Вы могли в каком-то вопросе, который был затянут до бесконечности, как раз и определиться и сказать: все, туда я больше не ходок, и это я больше не буду рассматривать. И в зависимости от того, что же это было или какая сфера жизни, она к вам вернется. Это то, может быть, даже если мы говорим, к примеру, про отношения, все-таки чаши, было какое-то разочарование, может быть, по части конкретного человека. Вы для себя приняли решение, что нет прогресса. И вот этот прогресс вдруг появляется со стороны оппонента как раз, вас заставляя как бы заново опять или прожить, или пересмотреть прежние ваши позиции, или какие-то решения. Словом, то, что было на какой-то паузе, точке, или вам так казалось, теперь принимает новый оборот. И, как я перечислила, в любой сфере жизни. Давайте немножко раскроем, пройдем дальше и узнаем, какая же правда откроется, влюбленная, правда личная жизнь. И в этой колоде карт это карта конкретно любящих людей. Поэтому какой-то союз должен быть продолжен. И здесь у каждого по-своему. Это еще и карта выбора. Поэтому выбор какой-то вам снова придется делать в октябре. С чем-то определяться. Но, как я сказала, люди не просто так пришли в нашу жизнь. Мои дорогие львы и львицы, если человек какой-то появляется, значит, он вам зачем-то нужен. Или если по работе какая-то ситуация вдруг возникает, примите к сведению, что, какое-то время, видимо, по крайней мере, пока Уран в Тельце, вам где-то это может напоминать. Или события последних месяцев для вас будут служить каким-то очень богатым, нужным опытом. Потому что какую-то ошибку вы тоже не должны повторить. Я сразу открою еще одну карту, что в связи с этим важно знать. Наверное, основной уход от какой-то многозадачности или десятка жезлов. Карта усталости, когда вы могли прежде участвовать в тех делах, которые выгодны кому-то или более удобны. Может быть, и вы где-то ваша, как вы, люди очень яркие, вы люди импозантные. Но кто знает, мы все разные. Может быть, в какой-то момент, в период времени вы согласились быть на вторых ролях, мои дорогие, и выполнять чьи-то, не буквально, но, может быть, все равно к этому сводится. Чьи-то указания, чьи-то желания. Вы были больше настроены на то, чтобы все было хорошо или было спокойно. И Его Величество выбор вас заставляет теперь повернуться в сторону себя самого и отстроить совершенно по-другому собственную жизнь. Да, при этом вы можете стать где-то большими манипуляторами, продуманными, но как будто у вас нет другого выхода. Давайте раскроем. О чем нам говорят карты или какая сфера жизни? Королева чаш, карта любящего человека. Вопросы личной жизни, правда, сфера личных взаимоотношений. Должен закончиться какой-то день сурка. И иначе есть те мотивы, которые вас просто сдерживают. Вам нужно как набирать обороты, медленно, постепенно. Нет здесь какого-то ускорения по всем этим картам. Но как будто все начинается с вашего правильного выбора. Или вы продолжите, как уединение, и для кого-то буквально кто один или одна. Или вы все же как-то пересмотрите вашу внутреннюю политику или ваши намерения, цели. Вы больше будете готовы действовать, причем себе во благо. Да, будет какой-то период, когда вы можете так немножко, или, кстати, могли
с учетом 4 кубков. Вам хотелось обособиться, или вам хотелось, ну, побыть в каком-то уединении, вам хотелось меньше контактов, вы перестали доверять людям, потому что вас часто подводили, и вы были готовы откликаться только на то, чтобы, ну, где-то предупредить какую-то опасную ситуацию или с тем, что, ну, мы не можем оставить на потом, провзаимодействовать или чего-то не упустить. А теперь как будто начинается выход на авансцену, но вы еще насторожены, вы никому не верите. В октябре это точно. И какая-то действительно 2 жезлов – это старая прежняя ситуация. Опять же, выбор, 2 жезлов. Но это мы когда от одного жезла к другому ходим. И мы пока, ну, нет прогресса. И что же дальше? Вам нужно словно определиться. Может быть, и был какой-то конфликт, но значит, есть и важные разговоры, которые нужно спокойно проговорить. Расставить все точки над «и». Ваша задача в октябре. И для этого вам будут даны, как и какие-то предложения, может быть, по части новой работы, или вы видите свой прогресс, но расставить все по местам в прошлом, чтобы потом уже туда не оборачиваться. Это для вас будет важно. Карта правосудия всегда причина и следствие. У кого-то могли быть взаимоотношения, которые буквально, если мы говорим личный союз, и, возможно, были разводы, или это было инициировано, а теперь это продолжается. Но, может быть, уже в октябре либо это состоится, либо будет понятен исход, чем это дело закончится. Или у кого-то буквально то, что вам приходится обращаться в высокие инстанции, может быть, прибегать к помощи адвокатов, к помощи юристов, сделать что-то по закону. И вообще карта правосудия нам говорит, если ты прежде что-то сделал хорошо, пусть руками других людей, это добро к тебе возвращается в октябре. Если ты где-то совершил ошибку, будет очень важным признать эту ошибку и идти дальше. Ну, может быть, и придется где-то эту проблему закрыть, пересмотреть, но ни разу не о доказательствах, какой-то конфликт, как буквально какие-то распри. Вы должны как внутри себя, для себя определить, что же дальше будет. Или если какая-то история, когда это связано с вашим социумом, или с людьми, ну, близким к вам, или которые были близки к вам, здесь тоже нужно все расставить по местам. И что же дальше? Эта карта как обновление, это праздника, это новые возможности, это хорошее настроение. Вот ваша задача выйти вот из этой пировой победы и из дня сурка, когда один день похож на другой. И вам буквально помогают высшие силы. Карта Иерофант. Но, наверное, не случайно, как и выбор, так и 10 жезлов. Я говорила, многозадачность. Но это когда мы чаще кому-то удобно или мы включаемся в какую-то работу. Примите во внимание, что важно знать. Уставшие люди делают ошибки. И все же 10 жезлов нас заставляет уйти от рутины, уделить внимание самому себе, своим планам и где-то поменять собственную стратегию и тактику. Что меняется? Да все меняется. Карта Колесницы. Нас, опять же, эта карта, она говорит, это связь между прошлым и будущим. Отпускай прошлое. Тут само прошлое пытается, как по судьбе, назовите это кармой, назовите это стечением обстоятельств, как угодно. Так вот, прошлое пытается оттолкнуться от вас. И тот, кто пытается удерживать или ждет, что как-то решится само. Значит, или вы отдаете на волю случая свою судьбу и просто готовы на тот вариант, который будет. Или будет предложен обстоятельствами. Или вы сами принимаете участие, выходя навстречу в своей судьбе. И это ведь карта прогресса, это карта будущего, это карта возможностей. Дорога к солнцу, по сути дела, так. И ваша задача выйти из подвешенного вот такого состояния. Не случайно карта День сурка выпал. Это когда ничего не меняется. Какой-то застой, какая-то пауза. Есть в чем-то, как и наша нерешимость, но так и, может быть, обстоятельства дела могут затягиваться. И тогда для вас правильно определить, что же это. Пустые ожидания
или вынужденное ожидание конкретного документа. Так ведь тоже может быть. По аркану повешенные идут еще и как жизненный тупик, а впереди карта колесница. Она вас призывает, мои дорогие, что меняется. Все меняется вокруг вас. И, может быть, увидеть, что мир изменился, и я не могу продолжать в каком-то прежнем формате. Мне приходится менять свою парадигму. Давайте узнаем, раскроем немножко. Пусть карты нам дадут подсказки, чего может это касаться, какой сферы жизни. Но больше уже не тяну. Правда, карта счастья, карта радости, карта как и внутреннего баланса, так и взаимоотношений с близкими, с родными. Карта тепла домашнего очага. Когда у нас вообще все то, что касается слова благополучия, оно все на своих местах. И вот эту десятку жезлов, 2 десятки, когда мы говорим про усталость, про какую-то ненужную многозадачность, перевести только в те дела, которые могут быть продолжены, и навсегда отказаться от какой-то рутины. Вот такая перед вами задача. Само пространство будет у вас еще в октябре. Не одно событие, известие, может быть, с какой-то новостью к вам приходят эти возможности. И по аркану колесница это приходит совсем не так, как мы ожидали. Мы думали, мы будем действовать вот так. Или уже выстроили для себя какую-то логическую цепочку последовательности наших действий. А нет, а придется действовать совершенно по-другому. И, мои дорогие львы и львицы, не взять на себя каких-то обязательств, не пожалеть того, кто вас раньше подвел, не согласиться опять на какую-то, такую двойственную ситуацию или ваше положение, когда вы кому-то удобны. Вот это будет важно. И тогда вот эти перемены, они действительно будут более счастливыми. Это не значит, что мы кому-то что-то доказываем, но это значит, мы правильно взаимодействуем с миром, с нашим социумом, с нашими близкими, совсем буквально отстраиваем новую парадигму, новое качество жизни. Подсказки высших сил или что Вселенная, высшие силы вам хотят сказать, знаки судьбы, рыцарь жезлов, это карта драйва. Это карта, когда мы готовы к неожиданностям. По этой карте для рыцаря жезлов что угодно. Любой драйв, но только не застой, только не болото. И вот вам карты вас словно Вселенная подталкивает. Это и есть знаки судьбы. И для тех, кто где-то застрял в одном пункте, и вы видите, что ничего не меняется, нужно менять себя. Нужно пересмотреть свои планы. Нужно как раз увидеть возможности там, где вы меньше всего этого ожидаете. Эта карта говорит, что некоторые события могут убыстряться. Может быть, это будет выражаться в виде новостей, информации, когда вам срочно, не оставляя что-то на потом, нужно будет куда-то отправиться, согласовать какие-то вопросы, внести в свою жизнь больше движения, скорости. И карта говорит, ты не можешь вот на потом что-то отложить, иначе потом это возможность, как она сегодня есть, а завтра ее нет. Давайте посмотрим, что же за возможности открываются. Возможности по личной жизни, безусловно. Есть еще и возможности по части финансов. Ну, наверное, для вас, как по карте Иерофант, все сферы жизни должны быть действительно в балансе. Но я вижу еще у вас аркан влюбленный и король чаш. У кого-то это может быть сопряжено как и с новым знакомством или с тем человеком, которого вы узнали недавно, хотя я могу допустить, что и в октябре какой-то человек перед вами открывается. Это может быть как человек из прошлого или какие-то прежние отношения, но это я не могу отрицать с учетом рыцаря жезлов. Это какое-то новое знакомство. И может быть это несколько неожиданно проявление внимания в ваш адрес. У кого-то и так. Но личной жизни, я так вижу, вопросам благополучия и денег нужно уделить особо пристальное внимание. Давайте раскроем это значение. О чем нам хотят пояснить карты. Королева Пентаклей, действительно, это с учетом как короля чаш. Часто эта карта показывает наших супругов или наших близких.
наших партнеров. Если даже брака нет, но с кем вы вместе проживаете, ведете хозяйство или у вас есть общее что-то. А королеву Пентаклей мы можем тоже воспринимать как вторую половину, мужчина и женщина, какой-то союз, причем и продуманный где-то. Королева Пентаклей – это та, которая умеет из хаоса создать порядок, из какой-то неразберихи разобраться во всех вопросах. И это та, которая надежная. Для вас будут важны, в принципе, надежные люди. Может быть, несмотря на всю какую-то горячность, скорость, на какие-то возможности, будет еще важны те надежные люди, пусть их немного, пусть это 1-2, которые вас окружают, которые вас буквально поддерживают. И, безусловно, деньги, вопрос финансов для вас будет важен. Деньги и личная жизнь. Вам выпадает туз чаш. Время быть счастливым и не упустить, мои дорогие львы и львицы, какую-то возможность. Мне нечего добавить. Карты все равно крутятся вокруг вот этих 4 позиций, как я сказала. Конкретно дом, конкретно деньги, откуда сегодня, откуда придут завтра. Личная жизнь и ваше ближайшее окружение, ваши планы, ваш социум, честолюбивые планы также. Рыцарь чаш. Это карта любящего человека, и это может быть действительно новые отношения, когда кто-то вам будет уделять больше внимания, даже подарки, или делать больше комплиментов, или какие-то новости такие приятные по этой карте. Это еще и радость, вдохновение, возможности новые буквально. Поэтому словно плывите или идите по фарватеру тех возможностей, которые вам открывает судьба. И как подсказки это будет то, что просит ваша душа. Или то, о чем вы мечтали, возвращаясь к тому, с чего мы начинали. Или это могут быть как люди, с которыми хочется быть, потому что они более позитивно на вас влияют. Они создают вам больше уверенности в самом себе. Они вас вдохновляют на что-то новое. Или вы чувствуете себя словно окрыленным. Одним словом, это те, которые способствуют нашему прогрессу. У кого-то это через личную жизнь, но для кого-то это и те, которые на работе, которые разделяют ваши взгляды. Опять же, может быть, это один человек, но, значит, продолжение отношений должно с ним следовать. Вообще, это карта радости, и поэтому как действовать? Действуйте с радостью, мои дорогие. Не время бесконечному дождю. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.